У меня на столе стоит звуковая карта, у меня на столе будет стоять контроллер. Зачем это все мне нужно, если оно так много места будет занимать в итоге? Если вы вдруг узнали в этих словах себя, то сегодня на канале «Давай запишем» именно для вас будет кое-что интересненькое. Мы поговорим о вот такой вещичке iOStation 24C от фирмы Presonus. А вот что это такое, давайте выяснять вместе. Мы с вами уже смотрели на фейдер-порт от тех же самых Presonus. Вещичка довольно интересная, но воды утекло с того времени порядком. Дизайн, он прям обновился, он стал намного красивше. И, конечно же, начинка также претерпела изменения. Самое главное, конечно же, возможность вот этого малыша. iOStation позволит нам добавить больше комфорта в привычную рутину, связанную с цифровыми рабочими станциями. Ну, допустим, здесь есть транспортная панель, play, stop, запись и тому подобное. Те же самые функции, которые есть у вас в Cubase, Pro Tools или Logic, вынесены в физическое воплощение. Согласитесь, это намного удобнее, чем что-то там делать мышкой. Опять же, фейдер. Моторизированный, попрошу, фейдер. Им можно управлять прямо отсюда, а не из программы. Это достаточно удобно. Попозже мы поговорим про управление, про кнопки, которые сверху, они тоже довольно интересны, потому что они отвечают за определенные важные функции. Но сейчас давайте поближе рассмотрим заднюю часть этого устройства. Прекрасный вид, открывающийся нам с этого плана, говорит сразу о двух вещах. Во-первых, то, что у Presonus с дизайном, как всегда, все в порядке. Особенно если сравнивать с фейдер-портом прошлым. Ну, на самом деле, в сравнении вообще не идет. А во-вторых, мы понимаем, что помимо того, что это контроллер, это еще и внешняя звуковая карта. Аудиоинтерфейс на 2 канала, которые мы можем писать одновременно. Причем это могут быть как микрофоны, так инструменты и, конечно же, линейные источники. Например, звук синтезатора, драм-машины или чего покруче. А микрофоны, естественно, можно использовать как динамические, так и конденсаторные. Фантомочка здесь имеется. Вслед за всем этим идет необходимый минимум для любого аудиоинтерфейса. Пара симметричных выходов в виде TRS-разъемов, отверстие для подключения педали управления. Это старт и остановка записи, например, из другой комнаты. Стильный, модный, молодежный, USB Type-C надежный, а также питание, потому что, как мы все с вами знаем, автоматизированному фейдеру нужно что-то кушать. Если судить по названию, то можно было подумать, что к обычному фейдер-порту присовокупили младшую звуковую карту от Presonus 24C. Она также называется, как и от iOStation. Я тоже так думал, но потом ради интереса посмотрел на характеристики. И знаете, друзья, впрочем, давайте посравниваем вместе. Максимальное усиление на один микрофонный канал, а там их также 2, как и здесь, у USB аудиоинтерфейса Presonus 24C достигает 50 дБ. Неплохо, скажете вы, я с вами соглашусь. А потом мы посмотрим усиление у iOStation, которое достигает 80 дБ. Причем не 40-40, а 80 дБ на каждый канал. Это серьезный отрыв. Второе — это преобразователи. Казалось бы, особых изменений нету, и там у нас стандартные 24 на 192, но у iOStation значительно расширился динамический диапазон, аж на 7 дБ, если сравнивать с звуковой картой. И в-третьих, один фактор, который многим действительно важен, это выход под наушники. Здесь он стал в 3 раза мощнее, чем у оригинального аудиоинтерфейса. Достигает 150 мВт, тогда как у Presonus 24C он чуть меньше 50 мВт. Перед тем, как начать копаться в ручках и настройках, все-таки вот эту штуку нужно научиться правильно включать. И первое включение у вас должно происходить так. Вы подключаете провод питания. Пока что ничего не включаем. Подключаете провод USB, все это подключаете к компьютеру, открываете вашу рабочую станцию, зажимаете кнопку Next на контроллере и кнопочкой подаете питание. Дальше начинается дискотека, светомузыка, которая предлагает вам выбрать, в какой среде вы будете использовать контроллер.
Нам даны Studio One, Logic, Live, Cubase, а также Pro Tools. Какую кнопку необходимо жать, можно узнать из руководства, которое, конечно же, нам прикладывают в комплекте. Уже в рабочей станции нам нужно зайти в настройки, добавить новое устройство, контроллер Mackie Huey, и в качестве входа и выхода выставить наш с вами PreSonus. Давайте в интерактивной форме рассмотрим управление вот этим устройством. Новое устройство, новый мультитрек. Давайте его запустим. Нажмем на play на транспортной панели. И начнем, наверное, по логике именно с транспортной панели. Здесь у нас есть play, стоп, закольцовка. Кстати, закольцовку давайте и активируем, чтобы все это дело продолжало играть. Кстати, у нас сегодня джазовое настроение. Ставьте лайк, если вам нравится джазовое настроение. Дальше у нас есть перемотка. Можем перемотаться вперед, можем перемотаться назад. Есть кнопочка записи для того, чтобы инициировать эту самую запись, если это, конечно, необходимо. Сверху у нас, в принципе, все основное управление в цифровой рабочей станции. У нас есть, конечно же, фейдер. И если мы начнем переключаться между каналами, мы с вами увидим, что фейдер, да, моторизированный, он откликается, и он сразу же выставляется в положение то самое, которое стоит у нас в рабочей станции. Наверху у нас стандартные вещи типа соло, типа мьюта. Давайте на чем-нибудь солирующем. Оп, нет аккордеона. Оп, аккордеон появился. Кнопка инициации записи, я, наверное, так ее могу назвать. С помощью нее можем выбрать канал, на котором у нас будет идти запись. Кстати, если зайти в микшер, то здесь видно, что вот сейчас я даже мышкой вам покажу. Контроллер, ну даже не контроллер, а сама рабочая станция, она объединяет несколько треков в один блок. И здесь есть дополнительная функция. Зажимаем Shift, зажимаем вот эту же кнопку ARM, и она сразу же подготавливает к записи несколько треков. Если вы пишете несколько треков, это может быть также полезно. Вот. Shift что делает? Он позволяет нам изменять функции вот этих кнопок. То есть то, что написано на самой кнопке, оно активно по стандарту. Если мы нажимаем Shift, мы активируем функции, которые подписаны серым ниже. Вот и первый круг закончился. Но я думаю, мы особо с вами не будем задерживаться. Я хочу показать вам автоматизацию. Как ее можно легко и просто прописывать с помощью вот этой штуки. Возьмем... Давайте гитару. Вот она у нас такая прекрасная, слегка подгруженная. Активируем чтение автоматизации. И активируем запись автоматизации. Я сейчас даже раскрою окошко, чтобы было более наглядно. Вот. И гитары нет. О, гитара появилась. Гитары нет, гитара появилась, гитары нет, гитара сходит с ума. Что это все нам дает? Вот сюда смотрите. Вот сюда. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, какая красота. Не это ли прекрасно? Не ради этого ли стоит только купить iOS Station? На самом деле автоматизации можно прописывать не только громкость, это и эффекты, и та же самая панорама, кстати, она здесь есть. Сейчас все к заводским настройкам нужно привести обратно. Панорама у нас выведена на эту ручку. Вращая ее в одну сторону. Так. То туда, то сюда можем вращать, если это нужно. Тут все, что касается автоматизации. Снизу вспомогательные функции. Это и перемещение между каналами, и крутилочка, которая в различных настройках принимает на себя различные роли, различные функции она несет. Это может быть, допустим, выбор канала. Это может быть смена панорамы без каких-либо проблем. Дальше идут функции. Ну, на самом деле они немножко странные. То есть я кликаю на клик, и мне выскакивает почему-то микшер. Вот. Я все делал по инструкции, не знаю почему так, но
Опять же, можно залезть в MIDI-настройки вашей рабочей станции и переназначить функции по вашему вкусу. Ну, все-таки это обычные MIDI-сигналы. И как их запрограммировать, это уже решаете вы. Недаром сюда вынесены так называемые F-кнопки. Они без функции, просто F1, F2, F3, F4. Что они делают? Это функции, кнопки, которые вы можете программировать под свои нужды. Просто нажимаем также Shift и нажимаем любую F-кнопку. И она уже выдает то, что вы у себя там задали в рабочей станции. Кратенько коснемся блока, который, не знаю, представляет собой именно управление частью звуковой карты вот этого интерфейса. Два усиления громкости для первого и для второго канала, переключение на линейный режим, если вы работаете с линейным источником, подача фантомки, если вы подключили конденсаторный микрофон или, допустим, вам нужно запитать какое-то активное устройство, соотношение сигнала, который приходит на вход карты, к сигналу, который приходит с компьютера. Допустим, вы записываете вокал, вы хотите задать вот это вот комфортное соотношение вашего голоса в наушниках через микрофон, который вы будете слышать, к минусу, который идет с компьютера. Вот эта крутилка поможет вам это сделать. Усиление для наушников и усиление мастера. Здесь же мьют. Что этот мьют делает? Он не мьютирует все, он мьютирует только мастер. Это будет очень полезно, если вы, допустим, что-то пишете. Вам не нужно, чтобы звук из колонок долетал до микрофона, снимался микрофоном, это лишние шумы, это на самом деле брак. Вот. Поэтому кликаем по мьюту, слышим все только в наушниках, записываемся, отжимаем мьют и проверяем записанный материал уже на громком контроле. Вот и как ее теперь называть? Контроллер? Ну, что-то не совсем точно. Звуковая карта? Также часть смысла куда-то теряется. Как бы вы назвали вот эту вундервафлю? Напишите свой вариант в комментариях. Вот прям остановите видео и на ютубе в комментариях напишите. Я подожду. Перед тем, как посмотреть все это дело в финальном тесте, нам важен еще один параметр. Это, конечно же, задержка. Потому что она важна, если вы работаете с гитарой в линию, вешаете на нее какую-то обработку, эффекты, головы, кабинетные и тому подобные вещи. И, конечно же, вокалистам это будет не менее важно, потому что на вокал можно повесить ревер, какую-то первичную компрессию, эквализацию и слышать себя в ушах уже обработанного. Это очень полезно. Теперь давайте к финальному тесту подключим сюда наш мини-бенд и попробуем что-нибудь записать. Пятница ломится в дверь, меня закружит в танце темное пространство. Я обойдусь без потерь, не хочется влюбляться, нарушать дистанции. Я пролетаю мимо пьяных машин, и мне достаточно 1 на 1. Не работают мои номера, и новая жизнь забирает меня. Ни о чем не жалей, лучше точно не бывает. Все, что не ранит, делает сильней. Завтра никто не отменяет. Этой ночью в свою душу лей, лей, не жалей. Плавают лица, лей, лей, не жалей. Надо забыться, лей, лей, не жалей. И с новой страницы, лей, лей, не жалей, лей, не жалей, лей. Такая штука, вообще, я знаю несколько устройств подобного рода. У Steinberg что-то такое было, но достаточно давно. Что поразило меня именно в IO Station, это 80 дБ на каждый микрофонный канал. Я несколько раз специально перепроверял источники, смотрел на разных сайтах, и везде пишут 80. Возможно, нас обманывают, и эта цифра завышена. Кто знает. Но, по крайней мере, то, что есть на бумаге, поражает мое воображение. Ко всему прочему, при покупке вот этой штуки нам дают кучу всего бесплатного. Это и плагины, это и цифровая рабочая станция под названием Studio One, ну, PreSonus, Studio One, они сочетаются. Собственно, вот эта штука отлично въедет, вкатится в инфраструктуру, в экосистему
цифровой рабочей станции Studio One. Так что если вы работаете под этой рабочей станцией, то это еще один повод взглянуть на сторону покупки iOStation. Что вы думаете по поводу вот этой штуки? Какое название ей вы дали в итоге? Напишите в комментариях. Это был канал «Давай запишем». Напомню, что здесь мы говорим про аудио. Я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Есть перемотка в одну сторону, в другую сторону. Ой, слушай, главное, я экран не пишу сейчас. И проверяем записанный материал уже на громком контроле. Гоша, ты там? Входи! Спасибо!